Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале «Делаем вместе своими руками». С вами Андрей и Наталья. В прошлый раз мы сшили картинку из джинсовых лоскутков. Если вы еще не видели этот ролик, ссылка на него будет под этим видео. Сегодня мы тоже будем резать старые джинсы и шить в похожей лоскутной технике. Но это уже, наверное, больше будет похоже на аппликацию. Берем старые джинсы и распускаем их на куски материала. Вырезаем кусок под основу нужного нам размера. У меня это 25 на 41 сантиметр. Мне нужна изнаночная сторона лоскутка. Теперь распечатываем из интернета разные листочки. Мне в основном нужны кленовые. Затем вырезаем листочки из бумаги и примерно представляем, как они будут смотреться в композиции. Вырезаем листочки и переносим картинку на джинсовую ткань. Я ввожу листочки ручкой «Пиши-стирай», потому что ее чернила исчезнут, когда я буду проглаживать листочки утюгом. Обвели, теперь вырезаем листочки из джинсовой ткани. После того, как вырезали, выкладываем композицию на текстильную основу. Так как мы планируем использовать картинку при изготовлении джинсовой сумки, мы выкладываем композицию на ткань деним. После того, как выложили, накрываем будущую картинку фатином. У нас это вот такой светло-зеленый оттенок фатина. Теперь крепим фатин и лоскутки к основе булавками. Композицию закрепили. Будем ее прошивать на машинке. Я использую небольшой зигзаг. С этим маленьким зигзагом проще работать на поворотах строчки. При шитье я буду использовать лапку для декоративных швов. Прокладывать зигзаг ей будет значительно удобнее. Вначале прошиваю композицию по краю. Для удобства делаю шов не слишком частым, так как сейчас основная моя задача прихватить зигзагом композицию к основе. Если бы у нас было не так много острых углов в композиции, можно было бы использовать зигзаг побольше. После того, как прошил композицию по краю один раз, прошиваю контур второй раз. Это позволит сделать шов более плотным и надежно прихватить лоскутки к основе. После такой двойной обработки края листочков не разлохматятся, даже после стирки. Вот что у нас получилось. Мы прошили контур рисунка дважды. Теперь будем постепенно убирать булавки и прошивать контуры листочков внутри композиции. Работа не требует особенного мастерства. Сквозь прозрачную лапку очень хорошо видно, как накладываешь шов на края листочка. Вот смотрите, что у нас получается. Точно так же будем пришивать все края листочков внутри композиции. Мы прошили все края зигзагом дважды. На первый взгляд кажется, что это очень долго. Но это не так. Конечно же, края кленовых листочков обрабатывать не так просто, как сирени или дуба. Но кленовые смотрятся эффектнее. Теперь беру маникюрные ножницы и убираю весь фатин. Без него джинсовая ткань, на мой взгляд, смотрится намного интереснее. Вот мы удалили весь фатин и обработали кромки джинсовой основы зигзагом, чтобы ткань не распушилась. Теперь снова беру ручку «Пиши-стирай» и рисую прожилки на листочках. После того, как я прошью прожилки на машинке, а потом проглажу блок утюгом, разметка исчезнет. А на темных листочках, где следы ручки не будет видно, рисуем прожилки швейным мелком. Нарисовали прожилки на всех листочках. Теперь прошьем их на швейной машинке. На светлом листочке я буду использовать темные нитки, а на темном светлые. Шью прожилки обыкновенной строчкой. Это немного дольше, и полотно придется повертеть, но зато аккуратнее. Вот, смотрите, вполне себе пристойные прожилки.
А вот как у нас получается с темными листочками. Серые нитки, по-моему, очень симпатично смотрятся. Прожилки еще на 2 листочках прошиваем голубыми нитками. Все листочки прошили. На мой взгляд, все задуманное у нас довольно прилично получилось. Как мне кажется, посмотрев наш ролик, справятся многие начинающие. А на этом на сегодня у нас все. Если не умеете шить, захотите, научитесь. Умеющих шить у нас пруд-пруди, а людей тактичных и доброжелательных еще поискать надо. Шейте с удовольствием. Всего вам доброго. До свидания.